Хола, амиго! Добрейшего, величественные генералы! Давненько я не записывал летсплейчики, но тут, как говорится, сам Бог велел. И вместе с выходом масштабнейшего трейлера Kingdom Rush Genesis, на который я, кстати, сделал детальный обзор, и вы можете посмотреть его на моем каналчике, Ironhide дали нам возможность вкусить эту романтику, ощутить, вот, знаете, всю вот эту ностальгическую атмосферу от предстоящей игры. И у нас есть возможность в демо-версии отыграть первую часть игры, да, там, скажем, 4 первых уровня, и посмотреть на геймплейчик, как бы вот так, и взглянуть на вот эти моменты изнутри. Друзья, я на самом деле уже отыграл эту кампанию. Я прошел как все 4 уровня, так я и прошел железные испыташки все. Это было замечательно, это было чудесно и восхитительно. Кстати, что касается именно режимов, помимо точнее железного, да, испытания, у нас в классике идет героическое. Но вместо героического разрабы пошли чуточку дальше и добавили вот 4 отдельных режима: испытание на скорость, волшебный натиск, героический отряд и, в принципе, классический натиск какой-то, который вот заблокирован, и даже нет у нас определенного визуального постера. Друзья, эти режимы будут доступны уже непосредственно в полной версии игры, релиз которой намечен, напомню, на 24 сентября этого года, и ждем с нетерпением. Так вот, я мог бы действительно начать новую кампанию, да, проходить там от первого до последнего уровня, но я на самом деле не ставлю целью показать вам вот всю сложность прохождения игры. Вы сможете ощутить ее на себе, потому что у вас также будет возможность и доступ к этой демо-версии, и каждый желающий в Steam сможет в нее поиграть, пройти, прочувствовать, просмаковать как бы и разобрать на детальки, друзья. Но я хочу просто акцентировать внимание на каких-то определенных моментах, да, там как бы нюансах этих 4 локаций и вот этой визуализации, которую нам демонстрируют разработчики, и зацепить некоторые аспекты, действительно, вот знаете, которые, вот эти ностальгические чувства порождают вот в глубине души. Во-первых, что мне очень понравилось, это выбор уровня сложности. Друзья, именно сама вот детализация, да, вот этих баннеров, то есть вот иконок выбора режимов, ну, как бы уровня сложности. То есть обычно у нас, да, это такие суровые, брутальные парни, такие вот вообще просто накачанные, перекачанные, ну, или там орки, гоблины и огры, это если Vengeance брать. То есть здесь у нас, друзья, девчулечки, здесь у нас девчулечки от вот такой вот прекрасной фермерши, да, до вот этой вот Ксены, принцессы воин, там, я не знаю, просто настоящие воительницы и такой вот брутальной женщины, да, но на самом деле доступен только максимальный уровень сложности ветеран, и безумец, скорее всего, будет открыт после того, когда мы уже пройдем все этапы этой игры. Вы можете также глянуть на категорию создателей, да, кто тут вот непосредственно принимал участие, захотите просмотрите, как бы. Что касается вот локализации, здесь есть вот и по Китаю, и по локализации с языком, который вот большей аудитории доступен. Кстати, изменилось имя того, кто делал локализацию для Китая. Здесь изначально был Сети. Он, кстати, такой довольно скилловый игрок в КРБ, я думаю, что многие знают. Но теперь здесь вот имя поменялось. И Мистер Shadow вот делал локализацию для другого языка. Так вот, друзья, у меня, повторюсь, нету, как бы, знаете, да, вот это вот основного, как бы, момента, ну, перепроходить, чтобы показывать, насколько там сложно, несложно, как бы там какие стратегии и все остальное, а именно вот продемонстрировать нюансы и тонкости игры вот в этой демо-версии, которую вот, возможно, ну, вы пропустите или найдете, как и я. Ладно. В общем, энциклопедия у нас появится в будущем. Есть достижения, друзья. Достижений довольно много, часть из них я вот уже и открыл, в принципе, но мы их с вами продублируем, как бы,
бы вот в дальнейшем тоже довольно интересная, прикольная фишечка. У нас есть герои, башни и заклинания, друзья, заклинания. Что касается героев, нам будут доступны только лишь Геральт и Зефирка, друзья, Геральт и Зефирка. Притом Зефирка открывается, пройдя первый уровень учебный. Она сразу же нам как бы потом дается, и вот двух этих героев мы можем с вами юзать. Что касается древа улучшения. Древо улучшения персонально для каждого героя и каждой башни. Качаются не основные их умения, да, там как бы, понятно, повышается их какие-то ну, с моментом прокачки, но мы улучшаем и вот древо их навыков, друзья. Вот с каждым уровнем прокачки, Геральт у меня сейчас на 5 уровне, да, я могу древо улучшения менять так, как я хочу, друзья. Вот, например, вот хопа я скинул, и теперь я могу добавлять ему каких-то таких навыков по своему виду. И, кстати, возможно, даже по уровню, ну, прохождения именно тех навыков, которые нам вот необходимы для того, чтобы хорошо отыграть тот или иной уровень. Вот увеличиваем броню, сокращаем время возрождения, то есть вот по вашему любому желанию вы можете себе спокойненько качать героя как хотите. Вот избранный временем. Используя реликвию времени, может избежать собственной смерти, восстанавливая 40% от максимального запаса здоровья и отбрасывая атакующего назад. Кстати, что касается героев, друзья, те же бета-тестеры говорили, что драконы не будут прям такими, знаете, как супер-пупер мощно выделяться на фоне того же самого Геральда. То есть, в принципе, каждый герой из Зала Славы будут довольно играбельны и мощны. Так, у меня остается 2 пунктика, я могу себе вот либо щит, либо воодушевляет. Возьму щит, довольно хорошая, классная способность Геральда. Тоже касается и Зефирки. Вот я прокачал ее навыки. Кстати, похожая механика, если я не ошибаюсь, я давно не играл в Iron Marines, но там вот прокачка похожая. Поправьте меня, если я ошибаюсь в комментариях, но вроде как, да, я давненько не играл в Iron Marines. Помимо Геральда и Зефиры у нас будут Болин, у нас будет Конор, Родос и Геминия, ну как в принципе, да, вот и Дракон. Это новые персонажи, которых мы в принципе ранее по франшизе не видели. Ну, Малик, Сполох, это он еще на постере был первоочередным, но вот то, что Игнус будет в игре, это для меня прям, ну, восхитительная вещь, друзья. Это просто замечательнейшая вещь. Теперь, что касается башен. У нас тоже в ресурсе будет 5 башен, и каждая башня, друзья, тоже имеет свое древо улучшения и свои как бы вот показатели. То есть, играя той или иной башней в момент прохождения, мы ее проводим ей апгрейд, мы ее прокачиваем, мы улучшаем, скажем, ее вот, ну, те или иные возможности, да, самой башенки. Вот выпускает за раз 2 снаряда, нанося 18-28 физического урона и оглушает цели на 2 секунды, друзья. Ну, в общем, довольно интересная задумка. Тоже, кстати, я могу это дело обнулить и, в принципе, прокачивать те или иные способности, возможно, под саму локацию или под прохождение того же самого испытания железного или какого-либо другого. Изначально у нас будут доступны 3 башни. После Академии магии нам будет доступен, друзья, волшебник. И под самый конец уже будет тут гномья пищаль. Но на самом деле, мне кажется, что, ну, я ее называл дворфийская кулеврина. Как бы, потому что я и гуглил, есть такая терминология, как бы, но пусть будет пищаль тоже там. Надо будет посмотреть, что означает это слово. Это для меня слово тоже новое. И, в принципе, вот я прокачивал, друзья, уменьшение стоимости строительства, потому что золотишко — это моя фишка. Я всегда ною, что бабла не хватает. Но вот, как бы... Кстати, вот открыли какое-то новое достижение, друзья. Что у меня засветилось, ну да ладно, вот просто как бы показательно, что достижения эти имеются. Так, и заклинания, друзья, заклинание последнее. 3 заклинания нам доступны. Кстати, королевский указ тоже будет доступен не сразу, он открывается на 2 или 3
локаций, ну, мы с вами это просмотрим. Те же улучшения мы тоже имеем возможность менять, друзья. Менять. Вот вы можете даже закрытыми почитать, что вас ждет впереди, да, сокращает время перезарядки на 3 секунды, потом увеличивает урон воинов на 50, да, вот как бы улучшает броню, воины теперь отражают 20%, то-то сё-то, призывает знаменосца 140 здоровья, который он также выдает ближайшим союзникам, то-то, то-то. Друзья, хочу акцентировать внимание, что при всем вот этом древе улучшения, я думаю, вы заметили, у них нет способности метать копья и бить по воздушным целям. То бишь это сугубо пехота, такое, да, подкрепление, которое будет работать по наземным целям. Я думаю, что это заклинание перерабатывать не буду, то есть оно так и останется. Скорее всего, сделают отдельное заклинание, подкрепление тоже, да, как бы, которое будет иметь возможность бить по воздушным. И мы будем себе выбирать либо такое, либо такое. Как это было, например, в Альянсе, да, мы там могли выбирать парагонов или темных лучников. И, в принципе, ну там разветвление шло, а здесь, скорее всего, будет отдельная такая ерундень. И есть у нас вот сигил телепортации, кстати, телепорты в КРБ есть. И есть лавка гнома, что тоже довольно прикольненько. И, кстати, лавка гнома, вот она летает, появится в будущем, сохраняйте спокойствие. Хотя нет, это не лавка гнома, это просто, наверное, тоже какая-то интересная фишечка. Ну, в общем, в любом случае прикольно выглядит, мне очень нравится. И если эти стартуют там с 1 уровня и 2, да, то вот в дальнейшем заклинания уже имеют определенные свое 3 улучшение, да, то есть как бы, что тоже довольно прикольно и интересно, друзья. Тоже касается и героев. Те герои, которые заблочены, они, в принципе, вот начинают свой старт с определенного 5. Это также было во Фронтирсе. Это также было вроде в Ориджинсе, то есть там кто-то начинал с 1 уровня, а кто-то уже имел там как бы уровень прокачки там 3, 4, 5 и выше, все в зависимости от того, как мы быстро к этому герою доходили. Так, друзья, что касается карты, вы можете наблюдать вот этот вот общий пейзаж, это пазлы, которые мы с вами последние месяцы собирали. И, кстати, именно вот эту часть мы целиком практически и собрали, которую нам и демонстрируют. То, что скрыто вот здесь, друзья, вот здесь что скрыто, я думаю, мы будем открывать в дальнейшем теми же кусочками пазла, поэтому подписывайтесь на канал и обязательно следите за новостями в сообществе, друзья. И, кстати, об этой части немножечко я рассказывал в своем обзоре на трейлер, тоже можете видео смотреть на канале. Так, все, вступление, я не планировал таким долгим вступление, но хотел именно все нюансы рассказать, я потом видео разобью, думаю, по частям. А теперь давайте, друзья, к геймплейчику. И у нас первый уровень, это замок Линерии, 2 героя, это у меня Геральт и Зефирка, друзья, Геральт и Зефирка. Не буду читать по поводу там моментов описания, сами почитайте, но комиксы прочитаю, друзья. Мы были слишком наивны, веря, что мир продлится долго и что безумцам можно доверять. Я не могу дольше сопротивляться. Давай, Геральт, ты уверен? Ему нужен я, и этот меч наша последняя надежда. Король Динас вручает Геральду меч Элини, и тот вот: ступай, старый друг, мы ослабили бдительность и дорого заплатили за это. И вот именно в этой части мы видим, как Везнан разрушает королевство просто в пух и прах. Кстати, машинка это, скорее всего, из Ведженса. Если помните, тоже последний уровень, который из 2 частей состоит, где Везнан атаковал короля Динаса на тот момент уже и непосредственно штурмовал замок Линерии. Так, ха-ха-ха, но у нас все еще есть шанс. И здесь Геральт тут в межпространственном таком портале, наверное, вот он прибывает. И я буду сражаться за лучшее завтра. Ну, тоже довольно интересно и классно как бы переведено. Так, друзья, теперь что касается ачивочек на первой локации. Смотрите, кого я нашел. Во-первых, это коровка, друзья. И на самом деле многие обратили внимание на то, почему здесь коровка. Это 2 бандита, которые такие шпионы, да, за нами следили. Потому что коров не было до того. Были овечки, которые, кстати, вот тоже можно вот так вот похлюпать. Здесь вот кустики красивенько. Здесь вот есть вот такой булыжник, друзья. А здесь торговец капустой. И мы вот делаем такую
Лукаку, кидаем на него вот этот булыжник, он такой бедный, обиженный и идет, и такой расстроенный, потому что ему не удалось продать капусту, а значит, скорее всего, он не сможет накормить семью, поэтому выбирайте, открывать вам вот эту ачивочку или нет. Кстати, похоже, из Альянса в первом уровне на этого туриста, да, где мы ему там костер тушим и тоже вот так вот гадим. Здесь есть вот такая статуя, друзья, мы можем менять, и можем вот такую вот сделать фишечку. Здесь сразу вот этот крестьянин, или я не помню, как называется, как бы профессия людей, которые вот вытачивают из камня статуи, смотрит тут на короля, который еще пока не появился, и в принципе такой начинает очень быстренько исправлять эту свою ошибку. Так, хорошо. Давайте, друзья, зефирку. Я, кстати, зефирке прокачал ее вот способность к телепортации, друзья, прокачал способность к телепортации, и в принципе это довольно прикольненько, друзья, прикольненько. Так, хорошо, я ей тоже некоторые навыки прокачал, и в том числе и вот эти вот мечи, которые вокруг нее летают, это очень классная тема, очень классная фишечка. Качайте молот, качайте вот эти мечи, которые дают ей и защиту, но и при этом и наносят довольно неплохой урон врагам, которые на нее наступают, друзья. Так, я буду, быстренько, да, так отыгрывать, потому что и так довольно много времени занял у вас на вступление, но тем не менее... Главное не увлекаться сильно. Кстати, вот у меня вот такие вот, видите, вот подкрепленницы, какие они. Я им брони немножко накинул, и они уже не такие бомжи, как в самом начале, когда вы будете играть, и вы эту фишечку как бы понаблюдаете и увидите, друзья. Так, хорошо. Старайтесь контролить героев. Потому что, за здоровьем следить, особенно на первых порах, да, пока они там не сильно прокачаны. Но и при этом так, чтобы они участвовали в боях. Вот, мои, видите, какие вот прикольненькое подкрепление. Для того, чтобы они как можно быстрее прокачивались. Кстати, по первым демонстрациям мне казалось, что они довольно медленно качаются, герои. Но на самом деле эта тема очень балансная. И вот играя Геральдом, играя Зефирой и постоянно вот тоже, да, там как бы... держа их в бою, они довольно неплохо прокачиваются. И я, в принципе, не ощутил какого-то дискомфорта именно в моменте улучшения геройчиков, друзья. Так, хорошо, 5-я волна идет довольно быстро пока. Отыгрываем, давайте метеор используем, который тоже, в принципе, у меня немножко вкачался. И напомню, это уровень у нас такой базовый, он учебный, как бы первый. Поэтому я думал, что вот будут идти с этих дорожек, где-нибудь отсюда, вот отсюда, тоже с домиков, да, знаете, выходить. Потому что были же вот эти шпионы в коровке. Здесь, но оно закрыто. Оно закрыто. Возможно, друзья, в релизе уже в основной версии, да, там как бы скажем, какой-то из этих выходов откроют. Ну, не знаю, мало ли. То есть, вот можно пофантазировать. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как бы. Ну, то есть, уровень обучающий, он не должен быть, скажем, сложным, да. Но при этом какие-то определенные изюминки могут быть уже даже на первом этапе. Так, хорошо, друзья. Победа, первый уровень мы прошли. И вот, в принципе, вы можете наблюдать прокачку моих карт, друзья. Какой-то уже на 3-м, какой-то на 2-м, какой-то там вот Геральт на 5-м, Зефирка на 4-м. Спасибо за помощь, храбрый воин. Как мы можем тебе отплатить? Ваше Величество, прошу, выслушайте меня. Я прибыл из будущего, в котором Везнан вместо уничтожения проклятого камня стал использовать его силу и не раз овладевал им, что в итоге полностью развратило его, обратив все королевство в руины, несмотря на наши усилия. Даже ваш сын, король Динас, спал во время его восстания. Да, вот так. И поэтому меня отправили, дабы предотвратить эту катастрофу. Я бы не стал так легко доверять таким историям, однако, в конце концов, ты все же светозарный, да, вот эмблемка. В таком случае нельзя терять время. С моим благословением и войском ступай и собери союзников со всего королевства. Добравшись до Валардула, отправляйся к замку
в замок лорда Блэкберна, чтобы снискать его благосклонность и заручиться его поддержкой. Кстати, друзья, вот ожидаемо было, что вот эта часть вызовет много вопросов, дискуссий, рассуждений, размышлений, потому что здесь вставлена точная копия карты первой части игры Kingdom Rush. Разработчики об этом знают, они никак это не комментируют, поэтому сложно сказать, это баг, ну типа демо-версии, или это было сделано специально для того, чтобы максимально, ну, вот эти ностальгические чувства, да, от игры вызвать у сообщества. Я не знаю, необходимо дождаться официального релиза, выхода уже полной версии, да, и там уже смотреть и наблюдать, потому что, напомню, это демо-версия, и по-любому будут определенные изменения вноситься. Покажи ему этот герб, и он поймет, что ты был послан мною. Спасибо вам, ваше величество. Вместе мы остановим Везнана. Но в большей степени, что в этом части комикса меня порадовало, это то, что в игре будет присутствовать лорд Блэкберн, друзья. Это поистине замечательное событие, и многие фанаты этого персонажа, я думаю, что обрадовались ну, новости о том, что данный герой будет, и он будет не просто в игре. Он будет, по всей вероятности, потому вот визуализацию по трейлеру, он будет на нашей стороне. Да, он будет как уровневый герой, но это будет Блэкберн еще до его, как бы, да, там, испорченности, как любят в этой части говорить, и превращение его просто в обычную металлическую оболочку, без души и тела, и вообще без ничего. То есть это будет поистине величественный рыцарь и, как бы, владыка своих земель. Так, друзья, следующий уровень, это у нас Академия волшебства. И, в принципе, давайте поиграем здесь немножечко. Я вам покажу, какие тоже тут есть интересные моменты, интересные нюансики. И какие здесь есть интересные ачивочки, друзья, ачивочки. Так, карта прекрасная, карта замечательная. И она вот, ну, на самом деле красиво выглядит. И прям просто шикарно. Этот уровень, кстати, был первым в плане демонстрации геймплея. Здесь есть вот такие вот, друзья, фонари, которые мы можем полопать, как в городе Лазагоне. Если вы помните по играм Веджинса, да, там, или, например, в Альянсе тоже, я не помню уровень, там с Навирой была мини-компания, мы тоже там могли полопать вот фонари. Здесь есть вот такой вот интересная, друзья, игра в шахматы. Игра в шахматы есть, мы здесь вот можем побить черные фигурки нашими белыми фигурками, друзья. И это, кстати, довольно прикольненькая шах и мат. Классная вот отсылочка. Есть у нас вот такой маг и колдун, друзья, который проводит свои определенные вот магические испытания и тесты на животных. Но тут все хорошо, благо обошлось, и в принципе вот он превратил овечку в такого же, там, скажем, мага и волшебника, как он сам. Есть у нас вот таких два чародея, друзья, которые здесь вот колдуют над башенкой, и вот сюда вот нажимая, да, мы вот делаем вот такую вот интересную вещь. Выходит еще один чародей, похожий на Нивуса, да, но это не Нивус, это просто какой-то, наверное, верховный маг. Но вот ему не повезло, не посчастливилось, и он провалился в воду. Здесь мы можем, друзья, полистать книжечку, почитать все возможные заклинания и все остальное. А еще здесь есть вот такие вот разбросанные свитки, друзья, которые мы можем вот так вот пособирать. Вот они здесь вот кругом, как бы. Я их все собрал. Вроде я уже... Ну, я точно их все собирал, но при этом никакого достижения мне не дали. Поэтому, возможно, ну, по этому поводу особых достижений и нету. Так, у нас будут идти разбойники. И мне уже даже одну башенку дали. Это вот ученый-волшебник. Как бы она у меня уже имеется. Так, давайте вот так мы, наверное, сделаем. Сюда мы еще волшебника поставим. А сюда мы, наверное, поставим пехотку для того, чтобы она мне помогала сдерживать. Так, хорошо, друзья, хорошо, погнали отыгрывать следующую локацию. Много разговариваю, опять-таки повторюсь, давно я летсплей не записывал, и да, там как бы слегка вот
рассказать вам истории, вот прям соскучился за этой вещью. Так, здесь будут идти негодяи, здесь будут идти разбойники. Разбойники, друзья, я вот сейчас вот буду демонстрировать вам по уровням. Вот разбойник, у него 50 здоровья, 1-2 урона. То есть такие, да, базовые бомжики, ну, без которых, в принципе, не обходится ни одна игра, друзья. Вот у нас подсказка, бронированные враги у нас идут, это негодяй идет, которые чуть посолиднее, даже, в принципе, скажу не чуть, а нормально так посолиднее, чем разбойники. Это нам демонстрирует, там, что мы имеем. Вот у нас получается негодяй, 100 здоровья, у него 3-5 урона, и у него есть слабая физ броня, друзья. Поэтому очень замечательно и чудесно ставить магические башенки и их, в принципе, в дальнейшем прокачивать апгрейд. Если на первом уровне, на первом этапе нам были доступны башни только лишь первого уровня, то сейчас, друзья, сейчас мы можем с вами качать, в принципе, без проблем уровни выше, и я вам сейчас это продемонстрирую. Давайте вот заклинашечки. Кстати, вот классное вот это заклинание, как бы зов короля, да, как бы вот это, что он усиливает башни. И, кстати, друзья, когда мы вызываем это заклинание, если наши юниты пали смертью храбрых, они моментально восстанавливаются. Нет необходимости ждать время их перезарядки, да, там как бы, то есть вот восстановление юнитов, они сразу моментально спавнятся. Так, сопротивление к магии. Вот интересный интерфейс, кстати, классные вот эти вот всплывающие иконки и лучники теней, друзья, вот этих врагов опасайтесь в первую очередь, потому что у них колоссальная дальняя атака, и они реально гнусные. 140 здоровья и 14-21 урон. Пусть у них и мах броня, поэтому здесь вот лучше поставить лучников, а сюда на самом деле лучше всего поставить катапульту, а еще лучше вот поставим гномью пищаль первого уровня. Так, хорошо, давайте сюда вот поставим. Вот, королевский указ, да, там увеличивает урон ближайших башен на несколько секунд. Хорошая, классная заклинаница на самом деле. И, ну, по крайней мере, мы пока только 3 заклинания имеем как бы возможность опробовать. И я думаю, что заклинания в дальнейшем, те, которые нам тоже будут в доступе, да, там они будут тоже довольно классные. Так, давайте мы вот так вот сделаем. Давайте сюда, наверное, подтянем Геральда. Главное, сильно не увлекаться. Вы сами можете видеть и наблюдать, какой радиус атаки у этих лучников, друзья. Так, хорошо, давайте прокачаем башенку. Вот видите, я вкачал на 2-й, и я могу, кстати, ее вкачать потом на 3-й и на 4-й уровень, друзья. Я думаю, что одну из башенок я как раз так и прокачаю, для того, чтобы продемонстрировать ее навыки. Так, давайте вот мальчики сейчас падут смертью храбрых. Я королевский указ дам. Вот даю королевский указ. И видите, юниты заспавнились моментально, друзья. То, о чем я вам говорил, учитывайте эту особенность. Учитывайте эту фишечку, я думаю, в принципе, вам, ну, будет интересненько. Так, давайте вкачаем немножко и наших, вот, величественный рыцарский орден. Отведем сэра Геральда сюда, отведем сэра Геральда. Так, хорошо. Так, давайте сюда парней, наверное, отведем. Вызовем следующую волну. И, в принципе, будем сейчас уничтожать вот этих вот темных рыцарей. Так, друзья, хочу прокачать лучников на 2-й уровень. И, в принципе, есть у меня вот, ну, идея. Она у меня пока остается, друзья. Хочу прокачать магов и волшебников. Вы этого не делайте. Потому что, как бы, башенки у вас еще, ну, будут не сильно прокачаны. Поэтому старайтесь ставить стратегию, используя, ну, весь тип, да, весь ресурс, все имеющиеся башни, и прокачивайте их постепенно, понемножечку, для того, чтобы была возможность сдерживать наступление врагов. Так, 6-я, друзья, 6-я у нас волна идет, и вы сами видите, не так, чтобы слишком много ресурсов. Так, клинки теней, 7-11 у них урон и 80 здоровья, то есть, вот, друзья, что-то среднее, да, между
разбойниками и негодяями. То есть, но не имеют брони. И это на самом деле... О, убейте 3000 врагов. Прекрасненько, прекрасненько. Давайте мы вкачаем башенку на 3 уровень. Опять-таки, я думаю, вы наблюдаете и видите, что с финансами пока не густо. То есть сейчас будет 7-я волна, но я вот... пока у меня установлено так. Я здесь поставлю тоже мальчиков на всякий случай. Чтоб, ну, как бы, да, там какого-то такого вот шального не пропустить. И буду копить монеточки-бабосики на прокачку мага. И у меня, кстати, скоро зефирка будет 5 уровня. И это довольно-таки прикольненько. Довольно прикольненько. Друзья, будете играть, понаблюдайте. Понаблюдайте за тем, как именно быстрее герои прокачиваются. Вот та же зефира. Она более быстрее прокачивается от игры в ближнем бою. Или, в принципе, это не влияет. И она вот при ведении дальней атаки, она тоже хорошо себя показывает в плане прокачки. Так, друзья, Геральт вот у нас. У него средняя физброня. У него сейчас 330 здоровья, 18-26 урона и 20 секунд у него на респаун, если он пойдет смертью храбрых. У зефирки 234, 8-23. Вроде бы, да, как бы вот у нее урон послабее. Так, давайте сюда, наверное, потому что сейчас Геральда моего могут фигануть. Так, и давайте вот вкачаем нашу башенку ученый-волшебник. Вот он у меня 4 уровня, друзья. Так, у меня есть фолиант пламени. Я запускаю на путь огненный шар, наносящий 40 магического урона и поджигая врагов, нанося 32 единицы чистого урона. Вот давайте вот мы. Класс, класс, хорош. У меня есть вторая способность. Это резервные экземпляры. Метает волшебную книгу на путь, высвобождая из нее 5 снарядов, летящих во врагов, каждый из которых наносит 35-65 магического урона. Так, давайте мы отведем Геральда, а то он у меня реально как танк стоит там и сдерживает наступление вот этих вот темных лучников. Так, наверное, я не успею, друзья, не успею. Так, давайте мы, короче, добьем уже этих наших лучников теней. Вторую способку я вкачать не успею, но, в принципе, по крайней мере, вы можете наблюдать, что вот она у меня имеется. У меня их 2, и я имею новый уровень и дворфийской кулеврины, ну, простите, по старинке. И, в принципе, у меня зафикалось, что тоже довольно прикольненько, друзья, довольно прикольненько. Так, давайте к башенкам. Вот мои маги. Вот мой Fireball, фолиант пламени, да, который я прокачал и который вот у меня пошел как дополнительная способка. А также есть вот у меня резервные экземпляры, друзья, метает волшебную книгу, то, что я вам тоже демонстрировал. Если вам не подходит книга, вы можете взять свиток силы, колдует бонусный урон в размере 15% соседним башням на 8 секунд. То есть усиливает соседние башни. Давайте мы вот попробуем тоже эту фишечку. Так, 5 увеличивает базовый урон, есть 5% шанс проигнорировать 100% магическое сопротивление магии, но я беру вот все-таки больше именно вот базовый урон. Поменял, друзья, поменял я навык, и теперь у меня вот здесь, видите, здесь у меня теперь свиток силы вместо книги бытия, книги Илая там, или я не знаю, называйте как хотите. Так, здесь у меня есть базовая атака башни, начинает разрушать броню врагов, полезная штука, полезная, да, увеличивает урон, и здесь у меня бросает серную бомбу, наносящую 40-60 взрывного урона врагам после взрыва. Появится облако на 4 секунды, снижающее магическое сопротивление врагов на 100%. Тут 2%. Давайте вот это возьмем. Вот это возьмем, попробуем. А чё не, можно будет. Вот у меня как бы, кстати, и появилось. Так, есть у меня возможность прокачать, улучшить зефирку. 4 пунктика, друзья. И здесь у меня зефира получает 20% шанс нанести критический урон базовыми атаками. Тема очень крутая. Снижает сопротивление ближайших врагов на 30%. Блин, и это классная вещь. 20%, да, нанести критический урон. Здесь у меня что? Сокращает время перезарядки умений героя на 10%.
Сопротивление ближайших врагов. Но это хорошая штука. Давайте возьмем вот эту вещь. Так, у меня один остается пунктик, но я его еще пока нигде использовать не могу, друзья. Вот у меня появилась 4-я способность героя. Всего будет доступно 5. Так, хорошо, давайте идем к 3-му уровню. И на самом деле вот этот уровень, он довольно неплохой, друзья. Потому что сейчас сами, в принципе, все увидите. И я вам все продемонстрирую. Так. Геральт, конечно, у нас чувак не очень такой быстро-шустрый, но на самом деле, опять-таки, это не удивительно, потому что он у нас весь в доспехах, в броне, и вообще он такой вот у нас мощный чувак. Так, хорошо, давайте мы здесь поставим мага и здесь поставим мага. Так, все, у меня остается 25 монеточек. Так, друзья, здесь вот есть Джо Дженкинс. Друзья, Джо Дженкинс, вот этот вот маленький пупсик наш, красавчик. Смотрите, что он делает. Он уже в этом возрасте. Смотрите, какой он уже был. Мощно агрессивный. Вот он сейчас по красоте, видите, пробежался и сразу в толпе снес немножечко здоровьечко. И, кстати, вот эти тоже попали под раздачу Джо Дженкинса и его вот этой лютой агрессии на овечке. У нас есть коровка, друзья, которую Шатра забирает. Ну или, не знаю, другие какие-то там пришельцы. Решайте сами, в общем, друзья, как вам удобнее. Так, сюда тоже подкрепленница. Ой, подкрепленница, казармочку потом поставлю. Сюда давайте. Но пока ресурсика не хватает, поэтому отбиваемся как можем, друзья. Отбиваемся как можем. Так, давайте вызову следующую волну. Это у меня что у меня? Только 2-я волна идет. Я уже думал, что это у меня 3-я на самом деле. Поставлю пока вот базовые башенки, да, пока базовые башенки поставлю, а дальше уже буду эти самые башенки понемножечку, постепенно, по чуть-чуть прокачивать, друзья. Буду постепенно по чуть-чуть прокачивать. Так, овечки, которых мы тоже можем похлопать. Здесь у нас сидит парнишка, друзья, парнишка. Может, помните берега Двуречья в 1-й части? Там тоже, да, было вот по кругу речка, и мы там тоже могли ловить... Так, отвлекся немножечко. Так, давайте сюда. Ой, я чуть зефирку не потерял. У меня и Геральт, в принципе, тоже по здоровью слабенько. Летуны, друзья, летуны. Вот этот бич, это, ну, действительно на этом уровне может быть беда-бедося. Поэтому с летунами будьте осторожны. Здесь подкрепленницы поставим для того, чтобы зефирка не отвлекалась. Летуны, ну, как бы вот 25 здоровья. Вроде бы там можно было бы сказать ничего особенного такого, да? Но их много, друзья. Их действительно много. Так, я не могу пока... Дай мне бабосиков, дай мне бабосиков, чтобы я мага вкачал. Вот я вкачал мага. И у меня еще, кстати, как раз, ну, подкрепление не стреляет по воздушным целям. Не буду, друзья, я вызывать пока следующую волну, потому что на меня полетит 30 ворон. И мне надо будет с ними что-то делать. Так, овечек можно похлопать. Здесь есть тыквочки, друзья. Но тыквочки пока, увы, к сожалению, они не рабочие, друзья, не рабочие. Так, давайте вот тут поставим тоже. Вот тут подкрепленницы поставим. Так, зефирка тут накидывает. Сейчас мы воронов немножечко оглушим. Так. Потом тоже прокачаю. Фу. Ё-моё. Так, давайте сюда. Я вот это и забыл, что они в эту сторону летят, друзья. Тут поставим тоже мы с вами лучников. Но лучше, конечно, качать магов. Во-первых, у них урона побольше, 14-24. Да, это 2-й уровень. Да, вот 1-й уровень 7-10. У этих 4-6. То есть, в принципе, плюс они выпускают сразу 2 снаряда. И эта тема, ну, прям очень-очень чудесненькая, друзья. Так, сейчас мы разберемся с вами с воронами.
и вернемся к нашим... Так, сюда мне надо, кстати, поставить. Давайте поставим вот... Ладно, хай будет катапульта. Пусть будет катапульта. Не буду я ставить дворфийскую кулеврину здесь. Поставим ее как-нибудь в другой раз, друзья. Поставим как-нибудь в другой раз. Так. Прошлый раз я качал магов. Да. В этот раз давайте попробуем качнуть с вами. Попробуем качнуть лучников. Так, давай. Вот сюда вот мы сделаем. Попробуем качнуть лучников и глянем, что они нам тоже интересного продемонстрируют. Так вот, возвращаясь к этому парнишке, друзья, он тоже тут чудесненько ловит рыбку. Вот, кстати, он накинул. И отслеживая этот момент, это делать сложно. Сразу скажу, друзья, это делать действительно сложно в динамике, но, в принципе, возможно. Так вот, наловив ему рыбки, мы откроем тоже ачивочку. Вот как раз рыбка была, я ее пропустил. Так, давайте еще прокачаем лучничка. Кстати, здесь мне магов надо будет качнуть. Тоже надо будет качнуть магов. И для того, чтобы тоже по красоте сносить врагов. Так, сейчас будут летуны. 24 ворона. Так, сюда давайте. Сюда подведем. Давай, Геральт. Давай ты мой хорошенький. Вот так давайте мы сделаем. Немножечко уберем этих вот лучников. Боже, они вообще просто жестко накидывают. Друзья, лучники жестко накидывают. Так, полетели вороны. Так, будем сейчас мы пытаться отбивать воронов. Это будет непросто, потому что именно на этой волне их летит довольно много, друзья. Еще порой Зефирка промахивается. Вот, вот такая вот у нее есть фишечка. Так, давай. Дай бабла. О-хо-хо-хо. Хорошо, друзья, хорошо. Мы прокачали с вами мага здесь, и здесь у меня маг на втором уровне. Даже на втором уровне они обладают, ну, довольно классными такими... Так, давай. И урончиком, и, в принципе, хороший такой сдерживающий, да, сила. Так, хорошо, друзья, хорошо. Фу, это было близко, но мы справились. Мы отбили полчища ворон, и, в принципе, мне надо 225 монеточек для того, чтобы прокачать целиком и полностью эту башенку. Так, я уже открыл, друзья, на самом деле, вот эту ачивочку с парнем. Так, давайте мы вот так, наверное, сделаем. Вот так сюда Геральда отведем Геральда. Я здесь рекомендую качать катапульту для того, чтобы был хороший урон по лучникам. Они имеют магическую броню, но они не обладают там никаким физической защитой. У них очень высокий, ну, такой скорострельность, как бы, и неплохой урон. Поэтому, в принципе, катапульта или те же самые лучники вот здесь, они будут довольно эффективно сносить вот этих вот убийц, темных убийц. И, в принципе, это поможет вам пройти уровень, ну, без потери жизни, да, скажем так. Так, хорошо, у меня есть выявление слабости, помечает врага в зоне досягаемой на 5 секунд, повышая его урон. И у меня есть два снаряда. Давайте вот это вот прокачаем, да. Я предлагаю... О, хорош, вот мы застанили. Так, хорошо. Давайте вот так мы сделаем, подкрепленница. И немножечко дадим броню нашим юнитам, друзья. Потому что мальчики тоже должны жить. Они обязаны жить и защищать, да, так держать оборону Линерии. Так, хорошо. Так вот, когда вы вот здесь вот необходимое количество рыбки вытянете вот этим вот мальчиком, берега двуречья, друзья, берега двуречья, я думаю, что вы, в принципе, вам тоже это как раз напомнило эту же фишечку. Так, Зефирка, давай иди сюда, потому что я с этим пацаном
Очень сложно. Сложно открывать эту ачивку и... Вы падлы. Так, давай вот так мы сделаем. Вот так мы сделаем, да, наверное. Так, ворона сейчас добьют. Сюда подтянем. Так, давай. Хочу вот и рыбки, и рыбку съесть, да, и пройти уровень без потери жизни. Вот, все хочу, так. Так, нет, тут не прокачаем. Опа, пулечки. Мне еще разок, кстати, надо, друзья. Мне еще один разочек надо накинуть. И давайте, в принципе, наверное, подождем. Пусть сражаются. О, хорош. Вот тут только что так по красоте было несколько стрел запущено. И... Опа, пульки, друзья. Смотрите, накинул, и как раз вот в тот момент открывалась ачивочка. Ну, захотите, откройте. Так, новый уровень заклинания, и мы сейчас его тоже прокачаем, друзья. Не знаю, сколько времени займет этот видосик, но мы с вами, в принципе, 3 уровня уже отыграли, и королевский указ давайте улучшим. У нас есть возможность увеличить радиус действия заклинания на 50%, друзья. Вот такая система улучшения. Напишите в комментариях, как вы к этому относитесь. То есть, да, по большому счету, где-то необходимо будет, возможно, перепроходить уровни для того, чтобы увеличить, ну, да, там как бы силу и способности тех или иных башен или героев, для того, чтобы можно было следующий этап пройти. Для этого, как по мне, прекрасно и чудесно был бы бесконечный режим. Мы бы там могли бы и грейдить башни, как бы вот их улучшать хорошо. И, в принципе, ну, было бы повеселее, чем проходить по 10 раз один и тот же уровень. Ну, с другой стороны, возможно, здесь будет настолько балансно в плане улучшения, да, что и не будет такой необходимости по 10 раз перепроходить один и тот же уровень. Так, друзья, идем дальше. У нас с вами западная стена, и это последний уровень из тех, которые нам предлагает отыграть Ironhide вот в демо-версии, друзья, в демо-версии. Так, этот уровень, наверное, самый такой жесткий, самый сложный, и, в принципе, сейчас будем пробовать. У нас есть вот уровневая башенка, гномий кран, который мы можем приобрести за 50 монет, но, друзья, 50 монет это стоит только лишь разовая его акция. То есть он один раз, имея урон 60-120, накидывает на врагов, и потом надо, скажем, это постоянно докупать. Так что, если обладаете нормальным финансовым ресурсом, welcome, используйте. Кстати, есть ачивка по использованию этой башенки. Вот здесь у нас Стив катается, мы его потом разблочим, он здесь заблочится. И, в принципе, как я и говорил, есть вот отсылочки, да, на звероботов и вот таких вот мехакостюмы гномов, их изобретения, друзья, их изобретения. Кстати, гномы, как и в любой части классической нашей франшизы Kingdom Rush, они принимают ну, довольно активное участие, да, в... Так, сюда вот так. Здесь можно, кстати, поставить дворфийскую гномью пищаль. Сюда лучников. Вот так мы, наверное, сделаем, друзья. Сперва расставлю. Так, вот сюда, вот здесь тоже, наверное, пехотка будет. Что у меня здесь? Что мне здесь поставить? Вот так мы, наверное, сделаем. И вот так мы, наверное, друзья, сделаем. Пока будет так. Пока, в принципе, пехотка здесь у меня есть. Зефирка, Геральт. И, в принципе, пока... будем держать. Сюда я тоже лучников, наверное, поставлю. Да. И, в принципе, будем сдерживать навалу. Врагов. Идут у нас пока только негодяи, идут разбойники. Но, поверьте, будут на этом уровне и свои определенные сюрпризы, друзья. Так. Хорошо. Так, сюда я тоже, кстати, наверное, мага потом поставлю. Здесь у меня пехотка есть, будем качать. Так, давайте вот так. Используем наш весь ресурс, друзья. Так, сюда мы мага поставим.
Сюда мы мага поставим. Так, вызовем следующую волну. Кстати, на этом уровне у нас уже 12 волн. И это самый-самый-самый большой показатель, как бы по сравнению с предыдущими, да, там, волнами. Здесь у нас уже на второй волне буквально идут темные лучники. И да, это может создавать определенную проблемку, друзья. Может создавать определенную проблемку. Но ничего страшного, ничего страшного. Будем решать вопросы по мере поступления. У нас пока два фланга. Центральная точка и правый фланг, откуда идут враги. Но потом у нас в дальнейшем откроется здесь ход, и тоже надо будет держать. Так, хорошо, давайте вызовем следующую волну. Поставим здесь. Вот так вот. Башенку. Мне нравится эта башня. Я не знаю, как вам. И напишите в комментариях, какие башенки вам импонируют, какие башенки вам прикольные. Но вот эти башни мне нравятся. И я на самом деле хочу какую-то одну из башен прокачать. Кстати, друзья, вороновод. Появляется вороновод. 350 у него хп. И у него солидная средняя магическая броня. То есть, как бы... определенных проблем они нам создают, потому что имеют и хорошее здоровье, и при этом призывают ворон, друзья. Вот так вот бывает, меняется ситуация, когда в одной части, да, это наш союзник, а при других раскладах это уже наш враг, друзья. Так, хорошо. Магов качнуть надо будет. Здесь, наверное, можно катапульту, кстати, поставить. Можно будет катапульту поставить. Или даже вот сюда, наверное. Давайте мы поставим катапульту сюда, а здесь мы поставим гномью пищаль. Кстати, продавая башни по ходу дела, мы теряем монетки, друзья. Поэтому старайтесь, как бы, ну, где-то прорабатывать стратегию в самом начале, ну, до того, как вы уже сделаете действие, в принципе. Башенки, друзья, башенки, поэтому... необходима стратегия. Так, хорошо, давайте сюда отведем Зефирку. Хороший герой, как и Геральт, так и Зефира. И, в принципе, мне Зефира понравилась в плане ее способностей, в плане ее мобильности. То есть, вот, ее умение телепортироваться. Так, давайте вот... Смотрите, сколько я сразу башенок по красоте вот, ну, цепляю вот этим вот чудесным заклинанием, друзья. Так, хорошо, у меня здесь будут идти негодяи, здесь у меня будет лучник теней и разбойник идти. Так, давайте вкачаем мага. Мне надо хотя бы каждую из башенок прокачать на второй уровень. И там, в принципе, уже будет видно. Так, хорошо. Вот у нас идут лучники теней. Соберем их в кучку, друзья. Потому что они жестко накидывают моей пехотке. Которая, кстати, вот, ну, второго уровня. Так, хорошо, давайте вот так мы сделаем. Призовем нашего помощника. Король Динас старший, друзья. И так, давайте вот так мы сделаем. Сюда, наверное, Геральда. Здесь у меня маги должны накидывать. И очень хорошо справляются с негодяями, которые вот имеют, да, такую броню физическую. И маги очень хорошо с этим работают, друзья. Так, давай этого вот пупса добивай. Так, сюда давайте. Подтянем Зефирку сюда и будем вороном накидывать. Давай, вороном. Так, здесь тоже мага прокачаем, друзья, мага. И, в принципе, то, что у меня Зефирка телепортируется, это прям шикарная вещь. Я обожаю героев, которые шустро бегают, играют, друзья. Это чудесненько и замечательно. Что касается ачивочек, вот я только... Стива нашел. Крипер за ним сразу. Класс. Класс, прикол.
Так, слезай и толкай. Я, кстати, эту ачивочку не открывал, друзья, я ее не разблокировал, поэтому для меня это было на самом деле вот только что в новинку, друзья, это было только что в новинку. Так, сейчас размотают, ушатают нашу здесь. Давайте вот так прокачаем. И, в принципе... Пошли гоблины, пошли. 30 здоровья, 2-3 урона. Это такая, знаете, басота. То есть это такая вот пехота, ну, которую, там, скажем, ну, не жалко, да, вот. Так, сюда мы, наверное, подтянем наших юнитов. И, в принципе, это как мясо. То есть вот такое вот штурмовое мясо, которых, ну, реально не жалко, которых вот можно сносить по полной программе, и никто о них и не вспомнит. Но вот орки-воины, это уже другой разговор. Так, вороноводы. Тут будут сейчас идти вороноводы, друзья. Вот идут вот эти вот брутальные черти. 200 здоровья, 9-14 урона, и у него физическая броня, друзья. Физическая броня, и вот здесь вот уже необходимо считаться. Ну ничего, у меня есть метеоритик, которым я сейчас вот их размотаю. Кстати, они агрятся, когда возле них погибает, там, скажем, их собрат, остальные агрятся и начинают тоже там так дико жестко, интенсивно наваливать. В принципе, это как было в Альянсе с медведями, да, там, насколько помню, я уже и призабыл, давненько не играл. Поэтому напомните мне, пожалуйста. Ну, вроде вот тут как раз, вот видите, он такой красной аурой покрывается. И вот он демонстрирует то, что вот он недоволен происходящей ситуацией, тем делом, которое вот... Вот только что видели, вот смотрите, каждый из них вот загрелся и такой вот мощно дерзкий стал, но в принципе мы их тут встречаем, и только что, друзья, вы видели момент демонстрации, вот такая вот визуализация, да, вот такая анимация. Это был показатель того, что наши лучники получили апгрейд, они улучшились, друзья, Так, давайте так мы сделаем. Геральда сюда можно, или Зефирку, не знаю, давайте сюда Зефирку, наверное, вот отведем. Чуть позже прокачаем мою арту прокачаем. И, в принципе, вот башенки эти теперь у меня повысились в классе, повысились в уровне. Прикольно, не знаю, мне на самом деле нравится вот эта фишечка с прокачкой башен и вот именно такой вариант древа улучшения. Так, давайте мы отведем, друзья, лучников, пусть разматывает наша арта, друзья. Так, я не обратил внимания, кто будет идти, но, в принципе, ну да ладно, ничего страшного. Новый враг, шаман орков, который, в принципе, мы можем почитать, друзья, как и в Альянсе. Пожалуйста, welcome, заходим. Информация о враге. Шаман орков, мастера исцеления, уважаемые зеленокожими за свои способности, несмотря на свой небольшой рост. Высокое сопротивление магии, исцеляет врагов. Вот так. То есть, вот, за базового гоблина тоже просто высокая скорость, в принципе, ничего особенного, друзья, ничего особенного. Вот так давайте мы сделаем, используем все наши с вами, друзья, заклинания, прокачаем лучников. Хорошая башенка лучников. Я люблю лучников, и мне эта башня всегда нравилась. Я думаю, вы можете, ну, видели на моем канале и прохождение только лучниками, там, тех или иных частей, и довольно хорошая башня. Так, хорошо, друзья, хорошо. У нас тут вороны. Сейчас 38 воронов будет. Ёпты-мопты. Надо бы тоже вкачать, наверное, здесь лучников. И, в принципе, магия у меня 2 уровня. Так, давайте Геральда сюда Зефирку. И вызовем следующую волну. Чего томить ожиданием. Будем сносить здесь ворон. Здесь будем держать врагов. Лучники, пошли лучники. Так, давай, Зефирка, давай сюда, вот так, давайте мы, наверное, сделаем. Так, сюда Зефирку.
Тут можно магов качать, а сюда, возможно, мне бы и надо было бы лучников поставить на подстраховку. Ну, в принципе, пока вроде бы разбираемся, друзья, неплохо. Пока разбираемся вроде хорошо, поэтому, в принципе, нет на это необходимости. Тем более я держу в голове, что я хочу вкачать... вот эту арту, эту башенку на максимальный уровень. Так, давайте вот так мы сделаем. Так мы сделаем. Это, кстати, какая? 11-я волна, друзья. Это 11-я волна. Так, Геральда надо отвести. Потому что он у меня может пасть смертью храбрых. Друзья, может пасть смертью храбрых. Так, что мне? 335 мне надо. Вот это только что вот вальнуло молотом Зефира. Это прям вообще просто огонь. Притом, мне кажется, что она как раз вот и нанесла тот самый свой знаменитый критический удар, друзья. В ближнем бою, вот она. Хорош. Вот это она вальнула, ё-моё. Вот это, конечно, было мощненько. Так, кстати, могу прокачать гномью пищаль. И у меня вот две способности. Разгон на полную, пушка перегружается, стреляет 3 раза за короткое время и бросает серную бомбу. Но мне больше, друзья, понравилось там в демонстрации, да, как бы было. Это ее способность бить по области. То прям вообще была фишечка топовая. Так, а что, меня здесь уже никого не будет? Дайте мне кого-нибудь, чтобы просмотреть навык. Есть. Я уже думал, что никого не будет. Хочу способку глянуть по полной. Тут хорош зарядил. А ну, сейчас давайте, что будет. Он просто, да, просто, видите, увеличивает скорость атаки, в принципе. Как и было написано непосредственно вот в самом описании способности. Так, опа, пулечки. Хорош. Это прикольно. Так, знаете, давайте мы вот здесь тоже вот так прокачаем красивенько нашу пушку. Давай, заряжай. Вот это зарядил, ёпты-муфты. Вообще такой этот поставил, да, как бы это назвать, батарею такую мощно плотную во рту и накинул на врагов. Так, у меня новый уровень моей казармы и новый уровень башенок, друзья. Мы можем их потом в дальнейшем прокачать. Вот такие комиксы на финалочке позже той же ночью. Шевелитесь, слабаки, эти земли отныне под властью орков. Покажи, на что способен зеленокожий. Мастер! Нет нужды сражаться, друзья мои. С моей силой и вашей помощью земли хватит на всех. Зачем оркам слушать человеческого мага? Херак! И все, и нету вот этого вот зеленокожего. Так-то лучше, никто не вякает. Теперь вы все в моей власти, вы моя армия. То есть вот момент, что показательный того, что у нас Везнан уже такой, знаете, как бы там максимально выбирает сторону зла, то есть противоположную сторону, там как бы от каких-то базовых аспектов до королевства. Так, друзья, вот в принципе, давайте мы качнем лучников, да, посмотрим, что у меня 2 пунктика, у меня есть, снижает стоимость умений башни и увеличивает скорость атаки башни. Ну, я думаю, что опять-таки, не изменяя себе, я прокачаю вот эту фишечку. Так, у меня есть 2 пунктика, опять-таки, сокращает время возрождения и увеличивает базовый урон солдат. Урон солдат это тоже прекрасная вещь. Друзья, вот такой вот вышла демонстрация первых 4 уровней. Играйте в Kingdom Rush, чудесная игра, прекрасная игра. Я думаю, что вы тут много аспектов, которые увидите и откроете для себя. Я не буду, я мог бы об этом часами рассказывать на самом деле. И это был летсплей, прошел бы там не час, да, а 5 часов. То есть можно было бы сравнить карты, можно было бы поговорить о героях, прокачать их на 10 уровень и посмотреть все их способности, провести демонстрацию, то есть как бы каждого заклинания, каждой башни, которая есть в этой демо-версии.
версии, да, там как бы обсудить те или иные детали на каждой из карт. Это можно об этом говорить часами, друзья. Но я думаю, что кто из вас захочет, тот сам сможет в этом разобраться, потому что демо-версия будет доступна каждому желающему в Steam. А на этом я буду прощаться. Очень благодарен вам за вашу поддержку и за то, что вы вот от начала и до конца слушали вот это мою болтовню и смотрели прохождение. Берегите себя, и да пребудет с вами сила. Всех обнял.